хотела поделиться, каким чаем я наслаждаюсь почти каждое утро сейчас. Вот смотрите, у меня это мальва. Мальва, цветочки и листики. Такие не сильно молотые мелко, крупненько. И я сейчас сюда в заварник положила столовую ложку этой мальвы, щепотку зеленого чая, тоже листовой у меня хороший, и щепотку лаванды. И у меня есть лаванда, я ее смолола, в общем, меленькой. Вот. Такой ароматный и лечебный, и полезный чай. Мальва богата витамином С, витамином А, бета-каротином. В ней 18% жирных масел разных. И она очень хорошо помогает для укрепления иммунитета. Также разжижает мокроты, вот у кого кашель, воспаление в горле. Это все она снимает. И очень-очень приятный вкус у этого чая. Ну такой приятный, прям прелесть. Не могу вам даже передать, насколько вкусный этот чай. С ложечкой меда это вообще прекрасно. Вот так я заливаю, и она у меня настаивается минут 10-15. Потом я пью чай с удовольствием. Я могу выпить весь этот заварничек, весь этот кувшинчик. Такая вкуснятина. У меня часто бывает воспаление в горле. И вот с тех пор, как стала пить этот чай, у меня вообще все прошло. Я чувствую себя прекрасно. С дыхательными путями, с горлом, в общем, так. А более подробно о лечебных свойствах этого растения можно почитать в интернете. Я тоже там ищу. Не где-то, не в других местах, а именно в интернете, в Википедии. Там все читаю. Чем полезно, для чего нужно. И только увидела в магазине этот пакет, сразу же раз, рука протянулась и взяла. Я люблю травяные чаи. Разные-разные составляю сама. И это очень вкусно. Смотрите, фиолетовые лепестки от цветов. Тут все смешано, потому что лечебные свойства и у листьев, и у цветов. Вот у этого чая такой соломенный цвет. А аромат — это просто сказка. Передать не могу. Надо только чувствовать. До свидания всем. Буду рада, если пригодится вам этот рецепт такого чая или хотя бы идея. Может быть, вас натолкнет на что-то. Если найдете мальву, покупайте, потому что проблемы с горлом, по-моему, есть у всех в каждой семье. Особенно с наступлением холодов. Нужно укреплять иммунитет естественными способами. Ну, разумеется, лекарства не исключаются, но это как дополнительно. Если вы заболели, конечно, лечитесь у врачей. Но и такой чай вам очень-очень поможет. До свидания всем. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.